Понедельник, 3 марта. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Ищем выход» и слушателей платформы «Эхо Онлайн». На своем месте программа «Особое мнение», и своим особым мнением поделится с нами политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую вас. Слушайте, конечно, не можем пройти мимо сюжета встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Много разных там каких-то ответвлений у нас будет, я уверен, в разговоре. Но первое, что хочу спросить, это впечатление. Потому что, когда я начал получать первые пуши с тезисами тех высказываний, которые допускали в адрес друг друга первые лица упомянутых стран, то есть Соединенных Штатов и Украины, для меня это был какой-то шок-контент. Я в итоге прервал все свои какие-то вечерние мероприятия и просто полез смотреть трансляцию, что же там такое происходит. А как вы на это отреагировали? Ну, конечно, это дипломатическая катастрофа. Причем совершенно непонятно, почему такие переговоры вдруг проводятся публично, под камеры. Обычно все эти вещи высказываются как off the record, есть такой формат. Ну и вообще, я написал, очень хреновая ситуация. Другое слово я, правда, использовал, потому что война продолжается. Совершенно очевидно, что никакого там перемирия в ближайшее время не будет. Потом Запад, который раскалывается, это тоже большая серьезная проблема. И непонятно, как вообще из этого выруливать. То есть это будет иметь далеко идущие последствия. Да? То есть война в Украине это не единственная проблема, которая не может быть решена из-за этого раскола. Будут и другие проблемы. Дальше я просто хорошо очень знаю ситуацию в Европе из первых уст. То есть я общался с политиками, с бюрократами, чиновниками. Я могу сказать, что за 3 года Европа очень мало сделала для того, чтобы быть самостоятельным геополитическим игроком. Дмитрий, сразу уточню, а есть ли у Европы на это ресурсы? Потому что такое чувство, что Европа находится в сильной зависимости, любой формы зависимости от Америки той же. Ну, в Европе, конечно, ресурсы есть. Их очень много. Только другое дело, либо, значит, папа говорит сыну, ты будешь меньше кушать, значит, нужно сокращать какие-то социальные раздутые программы, что, в принципе, надо и давно пора уже. Что нужно дать больше свободу бизнесу, чтобы он развивался. Если мы говорим про военные расходы и военно-промышленный комплекс, то здесь должны быть гарантии минимум на 5 лет, а скорее на 10 лет, чтобы эти предприятия заработали. Вот этого ничего нет. То есть, грубо говоря, если даже Европа проснется и начнет усиливать, увеличивать военные расходы, то результат будет какой-то ощутимый через 3-5 лет. Не раньше. Это нужно просто понимать. Более того, заявления пока скромные. Что заявил премьер Великобритании? Мы к 2027 году увеличим военные расходы до 2,5% ВВП. Сейчас 2 примерно у них. А к 30-му, может быть, и до 3. Вот. Значит, Польша увеличила. В Польше действительно это поняли. И Польша в этом смысле приняла все необходимые решения. Во Франции здесь тоже будет серьезная дискуссия по поводу этих военных расходов, потому что нужно все сокращать, все социальные программы. Кто от этого откажется? То есть вопросов очень много. Да, Европа может выделить деньги, она может закупать оружие. Украина еще может продержаться полгода примерно, с учетом того, что она уже получила. Европа может еще добавить. Вот. А дальше у меня возникает вопрос. Да, еще год Украина может примерно продержаться вот в такой вот войне, где никто никуда не наступает, никто ни у кого не выигрывает. То есть, это потеря жизни, да, с нулевым результатом. То есть, это означает, что через какое-то время, просто чего вот я опасаюсь, через какое-то время у Украины будет просто гораздо хуже переговорная позиция. И здесь просто, это я подчеркиваю, я это говорю с болью, да, из-за Украины, за все. Я понимаю, цифры считать умею. У нас наш think tank Case, Центр анализа стратегий, да, с экономистами, Алексашенко, Иноземцев, Некрасов, уже давно посчитали. Да, российская экономика совершенно не в лучшей форме. Безусловно, когда ты тратишь на пушки, а не на масло, ничего хорошего не будет. Но в долгосрочной перспективе. Но все равно российская экономика может позволить Путину финансировать еще войну несколько лет. Спокойно.
В Украине позиция хуже. Дальше. Людей у Путина больше. Он еще не объявлял никакую принудительную мобилизацию. Просто за деньги. Это наемническая армия. В Украине серьезная проблема. Поэтому, в общем, ситуация как бы очень тревожная. Очень плохая. И мне кажется, что вообще все проявили непрофессионализм. Что команда Трампа, что и с другой стороны, должны были четко протокол соблюсти. Да, что вот под камерой мы встретились, пожали руку, там, обсудили, сделали какие-то дежурные заявления, а потом пошли на переговоры. То есть, Дмитрий, вы считаете, что то, что мы наблюдали в овальном кабинете Белого дома, не было срежиссировано одной из сторон? Я не верю в то, что там... это невозможно было срежиссировать, тем более, давайте так, я смотрел полностью 40 минут, и 29 минут вообще было все как по маслу, никаких проблем. И потом уже перепалка последние 10 минут случилась. Я не думаю, что это режиссировали. Более того, насколько я знаю, все положения этого соглашения по редкоземельным, плоскоземельным, я здесь прям буду шутить, потому что бессмысленная абсолютно история. Никаких там этих металлов на 500 миллиардов нет. Это просто, так сказать, пиар-договор. А можем ли это назвать завуалированной гарантией безопасности, которую так хочет получить для Украины Владимир Зеленский? Потому что Трамп артикулировал, что если мы получим эти ресурсы, эти источники редкоземельных металлов, там будут американцы, и Путин не посмеет напасть на американцев. Значит, конечно, нет. Потому что этот договор нужен был Трампу, насколько я понимаю, для того, чтобы показать американскому обществу, Байден бесплатно раздавал ваши деньги, а мы за это получили, контроль за всеми редкоземельными металлами на сумму 500 миллиардов долларов. Я вам приведу цифры, которые давал директор нашего кейса-центра Дмитрий Некрасов. Мировой рынок всех этих редкоземельных металлов, может быть, 10 миллиардов долларов. Мировой. С какой-то небольшой долей у Украины. Нет, безусловно, они там есть. Да? Просто нужно инвестировать. И заработать там много не получится. Поэтому очевидно, что никакого экономического, финансового, какого угодно денежного смысла в этом соглашении нет. А продемонстрировать американским гражданам, что их ресурс не разбазаривается, достаточно. Там договор эту функцию выполняет, потому что никто в этих редкоземельных металлах ничего не понимает. Так что ситуация очень паршивая просто. И, кстати, мне редактор по каналу «Ищем выход» подсказывает, что у нас про редкоземельные металлы был великолепный Дмитрий Прокофьев. Можете найти этот выпуск, там он подробно разбирает, в том числе и предложение Владимира Путина, который точно так же предлагает ресурсы Российской Федерации, редкоземельные. И, знаете... Можно я здесь добавлю, чтобы как я к этому отношусь? Лучше всего издание... Пиздуза, извините, есть такое издание. Там прям прекрасная шутка, что Юрий Лоза обратился к президенту Трампа с предложением выкупить плоскоземельные металлы. Это, мне кажется, прям что одна шутка, что другая. Да? Она примерно отражает положение дела в этой сфере. Слушайте, раз мы затронули немного Владимира Путина в нашем разговоре, понимают ли его сторонники, понимают ли ястребы, которые выступают за продолжение боевых действий до победного конца, намерения Владимира Путина, когда он заявляет о том, что мы готовы сотрудничать с Соединенными Штатами Америки на рынке редкоземельных металлов, когда мы там уже начинаем вместе голосовать по резолюциям ООН, там наши дипломаты чуть ли не в уста целуются, и такое чувство, как будто у сторонников войны, у сторонников Владимира Путина начался какой-то диссонанс когнитивный. Мне кажется, здесь все очень понятно. Путин же не дурак, да, может как угодно к нему относиться, но он же тоже, если мы смогли просчитать, сколько денег у него, да, какое количество людей он там может мобилизовать за эти деньги, насколько он может увеличить финансирование, военные расходы, он тоже это все знает. И, конечно же, он не собирается, я думаю, я уверен в том, что Путин не хочет останавливать боевые действия сейчас, потому что через год, как он считает, у него будет лучше переговорная позиция. И он может больше себе, так сказать, отхапать. Лучшие условия выбить. Поэтому, да, он, в общем-то, заявляет о готовности к перемирию. Я думаю, что во время этих всех предварительных встреч ходаки от Путина
так сказать, выдвинули разные условия. Все эти условия, думаю, администрация Трампа не смогла бы обеспечить. Вот. Все ушли думать. Вот. То есть Путину важно все затягивать. Вот. Но при этом публично будет рассказывать, что вот он как раз миротворец, что он как раз готов договариваться. И, к сожалению, весь этот конфликт, который произошел в овальном кабинете, это большой подарок Путину. То есть он теперь может всегда сказать Трампу: ну, слушай, я-то готов, но ты никак не можешь разобраться с Зеленским. Вот когда ты с ним там разберешься, приходи. И у Путина появляется время, он может дальше продолжать истощать Украину, чем он и занимается. Поэтому, я говорю, ситуация просто ужасная. Я все прекрасно понимаю. Все публикации в поддержку Зеленского, что вот он вел себя, так сказать, как настоящий герой. Да, это действительно так. Но я-то думаю, что будет через полгода, через год. И пока, с учетом прошедшего саммита там, в Лондоне, а до этого встречи у Макрона, я пока не вижу, кроме заявлений публичных в поддержку, каких-то решительных действий. Может быть, они последуют. Но вот как мы увидим действия, так и будем комментировать. Пока я вижу заявление в поддержку. И какой-то кредит на 1,5 миллиарда, который дали в Лондон. Ну, 1,5 миллиарда фунтов. Надо понимать, что Путин тратит в год 130 миллиардов. Вот дальше что с этим делать? А если говорить не о каких-то делах, а о словах, о публичном позиционировании тех или иных сторон, как так получилось, что если не вдаваться в контекст, если не судить по делам, получается, что вот Владимир Путин заявляет о том, что он намерен вести переговоры, и он жаждет перемирия, мира, там нужно подчеркнуть. Дональд Трамп заявляет о том, что он пытается остановить Третью мировую войну, пытается сохранить государственность Украины, и тоже выступает таким голубем мира. А Зеленский, получается, в этой истории как будто бы тот самый ястреб войны, который собирается воевать, не обозначив цели. Как так получилось, что именно в публичном позиционировании именно выпукло выглядят такие позиции у этих сторон? Ну, я не соглашусь с вами. Это не выглядит прям так уж совсем, потому что если мы посмотрим внимательно голосование, социологию в Соединенных Штатах Америки, то там, конечно, Трамп сильно проиграл. То есть Трампа критикуют, потому что ты пригласил человека в овальный кабинет, а твой вице-президент стал ему хамить. Ну, грубо говоря, да. Просто Зеленский на хамство ответил не покорным, так сказать, не покорными кивоками, да, а он начал отставить свое собственное мнение, свою позицию. То есть в этом смысле пиар, скорее, победа на стороне Зеленского. И в Америке, и в Европе, и даже в Украине. То есть его сейчас рейтинг вырос в несколько раз. А Трамп, который позиционировался всегда как такой мастер переговоров, мастер сделок, он проиграл, потому что у него ничего не получилось. Но подчеркиваю, да, это вот сейчас это выглядит так. А через полгода это может быть выглядеть иначе. Потому что ресурсов пока больше у Путина. Напомню, что у нас политик Дмитрий Гудков в гостях. И не забывайте ставить лайки, писать свои сообщения. Можете задать вопросы. Я активно мониторю чат, вижу все ваши сообщения, поэтому не сомневайтесь. Самые интересные точно не пройдут незамеченными. Ну и помимо прочего, не забывайте, что разные формы поддержки приветствуются, такие как подписка на ресурсы канала «Ищем выход» или, например, на ресурсы нашего гостя Дмитрия Гудкова. Ну и не забывайте, что «Ищем выход» – это независимый проект, и мы существуем исключительно на ваши донаты, и все реквизиты вы можете видеть на экране. И хотелось сделать такое лирическое отступление. Как вы относитесь к такому утверждению, что Зеленский и Трамп во многом похожи? И именно поэтому это все привело к конфликту, потому что и тот, и другой победили истеблишмент в своей стране. Там, на демократических выборах. Зеленский в 2019 году, Трамп, вот, получается, второй раз пришел к власти в 2024 году. Оба опираются только на интересы своей страны и активно их отстаивают, отвергая всякие прочие какие-то допущения. И вот именно схожесть их темпераментов, их политических видений и помешала им найти общий язык. Не согласен с этим. Но, во-первых, они представляют разные поколения. Похожи они, наверное, в том, что умеют политику превращать в хорошее такое популярное шоу.
То есть и один, и другой очень хорошо чувствуют аудиторию. Вот. Ну, если про Зеленского мы все понимаем уже, да, потому что он все-таки давно во власти, и он себя очень мужественно повел в 2022 году, когда ему все предлагали уехать и сформировать теневое правительство, он рискнул и остался. Вот. А про Трампа мы пока не сильно много понимаем, потому что он непредсказуем. И до сих пор я, когда общаюсь с разными дипломатами, политиками, американскими, кстати, в том числе, они не понимают, какие следующие ходы будут у Трампа. То есть, грубо говоря, скажем так, есть те вещи, опять-таки, не которые даже Трамп озвучивает, да, а просто есть волна правая. Это правая волна против перегибов вот этой новой этики. Это правая волна против разбазаривания денег, так сказать, разбрасывания, выделения миллионов всяких субсидий за счет денег налогоплательщиков и высоких налогов. Эта волна, вот с этими тезисами я бы даже согласился. Вот. Но как бы то, что на гребне этой волне оказался Трамп, это не говорит о том, что Трамп будет делать то, что люди хотят. То есть мы еще узнаем, что он будет делать. Потому что пока все его заявления, допустим, купить Гренландию, мимо, присоединить Канаду, мимо, избавиться от нелегальных иммигрантов. Я посмотрел цифры, при Трампе даже меньше, чем при Байдене, да, людей депортировали. Значит, да, что-то там пытаются они как-то сокращать программы, вот то, что делает там команда Маска, когда они нашли там по 300 миллионов, по-моему, денег, которые выделялись на какие-то там, на людей старше 115 лет. Ну, в общем, понятно, да? Я не знаю, смогут ли они действительно реализовать вот то, что говорили. Поэтому про Трампа сказать сложно. Насколько он мастер диалога и что он действительно хочет. Остановить войну или умыть руки и сделать так, что типа вот Украина это ваша Европа геморрой. Вот сами платите и сами занимайтесь. Посмотрим. Еще незадолго до встречи с Трампом Зеленский в одной из социальных сетей пояснил, что процесс окончания войны должен начаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет. И таким шагом может стать освобождение пленных. То есть обмен всех на всех. Он предлагал сделать вот этот процесс первым шагом для того, чтобы восстановить доверие. И мы вообще наблюдаем, что вопрос доверия крайне важен, потому что между Россией и Европой доверия нет. Между Россией и Украиной, уже сказано, доверия нет. Может быть, какое-то доверие уже установилось между лично Трампом и Путиным, но между такими институциями международными, которые могут быть посредниками в этом вопросе, все равно доверия нет. И насколько, правда, вопрос доверия мешает переговорному процессу, и есть ли какие-то пути решения в этой сложившейся ситуации? Я думаю, что доверие с Путиным окончательно, так сказать, подорвано. Ну, потому что, когда человек говорил, мы не собираемся атаковать Украину, весь 21 год, да, начало 22 года, а потом начинает полномасштабную войну. О каком доверии может быть речь? Когда Путин просто не выполняет, не исполняет никакие соглашения. Соответственно, войну все равно надо останавливать каким-то образом. Поэтому здесь попытки будут продолжены с учетом того, что этого доверия нет. Может быть, будет обмен, я не знаю. Я обмен всех на всех категорически поддерживаю и надеюсь, что все-таки какие-то решения будут приняты. Вот. Но здесь дальше надо смотреть на режим путинский. Даже если будет остановлена война на некоторое время, то как только через 2-3 года в стране опять начнутся какие-то серьезные внутриполитические вызовы у Путина, то он опять начнет какую-то эскалацию для того, чтобы... у него так всегда бывает. Внутри проблемы он начинает эскалацию. Он за счет внешних авантюр пытается выправлять свой рейтинг внутри. Там, аннексии Крыма, Грузии. Там. Если мы посмотрим, это все как раз совпадало с теми циклами, когда у него вниз шел рейтинг. Поэтому я считаю, что, в принципе, режим Путина, он опять-таки, элиты против войны, многие, большинство, я в этом даже уверен, ничего не могут сделать. А Путин продолжает, потому что для него война – это поддержание его рейтинга, его личной власти. Тут просто надо это понимать. То есть, даже если будет достигнуто какое-то перемирие, я просто уверен, что оно будет временным.
Вот просто временным. Тем более, что мы увидели, что западные санкции, по сути, не могут остановить никакую войну, не могут там, серьезно угрожать, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе такой стране, как Россия. Вот мы сейчас как раз приехали на встречу в Париж, у нас будет руководство ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы. А завтра у нас будет встреча с огромным количеством экспертов во Франции. Вот, мы привезли наш центр кейса, центр анализа стратегии, где Алексашенко, Некрасов, Иноземцев, Мовчан. Мы привезли доклад, который просто расписывает, как обходятся санкции, как Россия осуществляет внешние расчеты, как обманываются все эти банки, все эти контролирующие организации, как товары двойного назначения поступают в Россию, некоторые даже напрямую из Европы путем обмана и так далее. Вот. То есть санкции неэффективны. И когда мы говорим, я имею в виду российские эксперты, говорят, как их сделать более эффективными, то почему-то выбираются решения, которые да, не против режима, а против граждан. То есть это режиму никаких проблем не доставляет. Ну, например, запретили там, россиянам на автомобилях с русскими номерами приезжать в Европу. Ну и кому это от этого плохо? Ну, только тем, кто пытается уехать там от войны. Вот. А когда мы говорим, вот надо сделать вот это вот для оттока капитала, а людей, наоборот, принимайте как можно больше, это как бы подрывает путинскую экономику. То есть, еще раз артикулируйте, вы предлагаете следующую ситуацию, что нужно, грубо говоря, отменить большинство санкций и сделать удобные условия для того, чтобы россияне, граждане России инвестировали свои деньги в Европу и тем самым выводили деньги из России. Смотрите, здесь... Если у нас есть время, я поясню, потому что санкции, их 3 категории. Одни эффективные и правильные. Например, там, когда заблокировали активы ЦБ, да, это там 300 с лишним миллиардов, вот, это больше, чем Путин потратил на войну за 3 года. Это эффективная, реально эффективная мера. Да, дальше там по некоторым отраслям, да, по, грубо говоря, компаниям, которые занимаются, инвестируют в ВПК в российский. Это все правильно. Дальше, вторая часть санкций, это когда Европа там, или Запад потерял больше, чем Россия. Может быть, они эффективные санкции, да, но это привело к кризису во многих, в том числе европейских странах, энергетическом и так далее. И есть третья часть санкций, которая подарок Путину просто. Когда запретили россиянам открывать счета, когда стали всех подряд, так сказать, без всякого разбора, без всяких критериев вводить санкции, когда заперли, грубо говоря, российский бизнес и российских граждан в России, никому не давали визы, проблемы с выводом капитала, проблемы у специалистов выехать, там, как-то легализоваться. Вот это подарок Путину. Почему? Потому что раньше отток капитала мог бы составлять сотни миллиардов долларов в год, ну, по крайней мере, десятки миллиардов. Это люди просто вывозили. Квартиры продавали, машины продавали, кто-то бизнес продавал, да? Или там кто-то что-то накопил и захотел это перевести в Европу, не знаю, там, купить квартиру или еще чего-то, или открыть бизнес. Все это было закрыто. И в итоге мы видим просто, у нас есть как раз анализ того, как менялся отток капитала. Он просто упал. То есть, грубо говоря, они пытаются воевать с теневым флотом нефтяным, вот, создают проблемы, да, это дает, потери российскому бюджету где-то там 5, 7, 10 миллиардов в год. Но при этом российские, например, туристы, которые тратили 50 миллиардов за рубежом когда-то до ковида, да, уже там не тратят. Или, например, отток капитала через криптовалюту только сейчас существует. Но этим тоже мало кто пользуется, потому что ты даже если вывел деньги, ты их не легализуешь где-то в Европе. У тебя висит это в облаке криптовалюты, и все. Вот, поэтому... И вот как раз если говорить про третью часть санкций, то их надо сильно корректировать. Наоборот, нужно приветствовать отток капитала. Потому что отток капитала из России, а это значит, во-первых, людям это поможет, кто хочет вывести деньги. Вот. А российская экономика от этого потеряет десятки и сотни миллиардов. То есть это, грубо говоря, Путину создаст проблемы, а людям, наоборот, поможет. Поэтому вот мы и говорим, должны быть санкции не против людей, а против режима.
чтобы быть эффективными. Вот это мы, конечно, да, года два мы рассказываем, показываем, объясняем. Ну, будем продолжать это делать. Вот это ключевое. Я, правда, эти тезисы слышал довольно давно от вас, от иноземцев, от Мовчана и других участников команды. Но такое ощущение, что европейские чиновники, бюрократы, они, да, принимают информацию, кивают вам и дальше поступают, как считают нужным. И, судя по всему, это как-то может быть связано с электоральными циклами. Они, в первую очередь, ориентируются на своих граждан, которые, не знаю, может быть, по каким-то причинам требуют ужесточения санкций, хотя ровно наоборот. Я не знаю, у меня субъективная оценка, когда я был в Европе, что в Германии, там, что в Нидерландах, что во Франции, люди говорили, что да, из-за войны, из-за санкционной политики, там, из-за отсутствия дешевых энергетических ресурсов жизнь становится как минимум дороже. Они это ощущают и видят причины и следствия. Так все-таки почему европейцы не прислушиваются к вашим докладам, и вам приходится вот буквально стучаться в стенку? Ну, это не так. Я не могу сказать, что не прислушиваются. Они как раз, вот даже у нас на завтрашнюю встречу записалось 90 человек. Это представители министерств, ведомств, там, think-tank, эксперты и так далее. Дело в том, что, например, в Европейском Союзе решения принимаются консенсусом. Да? То есть 27 стран должны выработать какой-то единый подход. Вот, и, допустим, если в Германии, во Франции там, к нам прислушиваются, у них одна ситуация, да, страны Балтики, у них другая ситуация. Страны Балтики, у них другая совершенно ситуация. Или в Чехии, в Нидерландах. То есть, для того, чтобы чего-либо скорректировать, 27 стран должны с этим согласиться. Вот, а мы должны переговорить, мало того, что со всеми ключевыми партиями в каждой из этих стран, то есть, это просто огромное время. Вот, и тут просто система решений такая, она не предполагает быстрых решений. То есть, вот когда война, смерть, кровь и так далее, они быстро принимали санкции. Многие санкции были приняты в основном на волне вот, эмоциональной. Вот. А теперь, чтобы пересмотреть, да, чтобы все посчитать, это еще нужно, чтобы общественное мнение в разных странах это поддержало. Это крайне сложный процесс. То есть я, честно говоря, и не рассчитывал на то, что мы этого можем быстро добиться каких-то изменений. Это мы кто? Мы просто российские эксперты, да, скажем так. Да, нас послушали. А дальше это просто очень сложная бюрократическая система принятия решений. Вот. Но потихонечку с нами все больше и больше людей соглашается. То есть мы сейчас пришли к такому утверждению, возможно, я переворачиваю факты с ног на голову, что демократия в кризисных ситуациях – это плохо. Демократия в кризисных ситуациях менее эффективна, чем, конечно, да. Но, подчеркиваю, это не значит, что я при этом перестаю быть сторонником демократии, потому что демократия – это такая штука, когда, да, в какой-то момент ты неэффективен, но если мы берем на десятки лет, посмотрим, то именно в демократических странах, даже где-то если замедляется, то все равно дальше идет вверх, вверх и вверх. А в авторитарных странах ты можешь в моменте быть эффективным, а через 2-3 года у тебя все рухнуло к чертовой матери. Да? То есть, это как в России в начале нулевых, когда нефть стала стоить много, экономика стала быстро развиваться в эти нулевые. Ну, а теперь мы воюем, тратим на пушки и вообще находимся в тотальной изоляции. Поэтому, конечно, демократии гораздо более эффективны с точки зрения качества жизни граждан, с точки зрения коррекции всех ошибок и так далее. То есть, но в моменте, да, это долго. Я напомню, политик Дмитрий Гудков в гостях на YouTube-канале «Ищем выход». Если вы только что к нам подключились, пожалуйста, лайки, ваши вопросы, комментарии, подписка, все приветствуется. Также приветствуются ваши пожертвования, потому что YouTube-канал «Ищем выход» – независимый журналистский проект, который существует исключительно за счет подписчиков и вашей помощи. Ну и да, раз мы упомянули демократию... Если можно, у меня есть хороший пример. Да, пожалуйста. Вот смотрите. Я после того, как вынужден был уехать из страны после последнего ареста, естественно, встречаюсь в столицах разных европейских стран. И могу сказать, что, например, Москва за 5 лет, да, ну, может быть, начиная с 15-го, с 14-го, она многое сделала
того, что проходил Лондон, там, Париж, да, и другие города за десятилетия. Да, ни у кого не спросили, всем, так сказать, организовали большие тротуары, велодорожки. И многие вещи правильные. Но есть только один минус. Вот у вас есть широкие тротуары, да, но на этих тротуарах в Москве просто людей дубинками фигачат. Вот и все. То есть вроде бы как бы тротуары, вроде бы урбанизация, вроде бы все красиво, все правильно, да, там Apple Pay ты можешь расплатиться, так сказать, в метро, где угодно. Система сервисов доступная, удобная, такси быстро приезжает. Ну, просто тебя могут схватить, побить, убить, арестовать, отнять у тебя все, что угодно. То есть вот демократия – это когда все то же самое очень долго. Ну, вот без этих побочных эффектов. Раз уж мы заговорили о Москве и москвичах, да простят нас петербургские слушатели и зрители, сегодня была маленькая победа демократии в Москве. Помните эту ситуацию наверняка о новом проекте цирка на проспекте Вернадского, и московские власти по итогу прислушались к критике, создали опрос, который практически был безальтернативный, он очень сильно вводил в заблуждение, но в итоге все, кто разобрался, проголосовал, и московская власть не стала отменять проект реконструкции, но проект, который предложен, они решили в итоге перенести в Мневники и построить этот цирк там, а цирк на проспекте Вернадского сохранить. То есть вот все-таки демократия даже сейчас в каком-то виде продолжает работать и сохраняться. Только это не демократия. Это просто это отдельная история в Москве. Активизм? Нет, я категорически как бы здесь был на стороне москвичей, безусловно, потому что сам я туда ходил много раз. Для меня это, скажем так, дорого моему сердцу. Вот. Я все прекрасно понимаю. Просто в Москве все равно прислушиваются, не идут всегда в конфликт со всеми гражданами. Вот. И даже когда были всякие разные разгоны, то решения принимали не в мэрии Москвы, а решения принимали на Лубянке. То есть Москва – это город, где что-то отдается на откуп городским властям, которые, конечно, не людоедские такие же, как там люди с Лубянки. Вот. А когда какие-то серьезные политические протесты проходили, я просто это хорошо очень знаю, всегда все решения уже переносились из здания на Тверской в здание на Лубянку. Давайте на всякий случай уточним для тех, кто не знает московскую географию. Здание на Лубянке – это ФСБ, а ведь чаще всего, когда вот о таких теневых решениях говорится, подразумевается не Лубянка, где ФСБ находится, а Старая площадь, где находится администрация президента. Все-таки Москва... Нет, именно Лубянка. Лубянка, да. Потому что Старая площадь уже является не главным местом, где принимаются решения. А решения принимаются на Лубянке. Многие. Тем более, когда речь идет о протестах. То есть вы хотите сказать, что даже решение о цирке принималось на Лубянке? Ну, я не знаю, это не про протест. Я имею в виду политические протесты. 19-й год, например, когда нас всех арестовали. 21-й год, когда нас арестовывали, чтобы мы не участвовали в выборах в Госдуму. Вот эти решения, конечно, принимались на Лубянке. И Старая площадь не всегда даже поддерживала жесткость решения. Это то, что вот я знаю от своих знакомых. Так что да, именно ФСБ, именно силовики доминируют сегодня в политическом пространстве. По цирку не знаю, кто где принимал, но судя по тому, что пошли навстречу, скорее всего, была какая-то комиссия между там Лубянкой и Старой площадью. Ну, это не вопрос Лубянки. Я думаю, что это решение как раз принимали в мэрии и по согласованию со Старой площадью. Еще и был вопрос про евробюрократов в чате. Я, к сожалению, потерял это сообщение, но он касался следующего, что вы сами уже упоминали, что есть западноевропейские страны, есть Центральная Европа, есть страны Балтии. Вот как раз страны Балтии, они показывают по отношению к России самую такую истребиную политику. И, в частности, Кая Каллас, которая теперь возглавила европейскую дипломатию, а в прошлом она была премьером Эстонии, она абсолютно категорично. И вот как говорить с подобным рода бюрократами? Потому что пока, мне кажется, балтийские страны не поставить, как бы не убедить в том, что ту политику, которую предлагает ваш экспертный центр, эффективна, не будет консенсуса в Европе. А балтийские страны, судя по всему, на консенсус не согласны. Для них категорично все. Я понимаю, позиции разные, это нормально. То, что в европейских странах
нету никакого там, никто не ходит строем. Вот. С Каей Каллас мы еще не встречались, но, например, послезавтра у нас будет встреча с руководством ПАСЕ, а потом будет отдельная встреча с Эриком Кроссом. Это российский репортер. ПАСЕ, он назначен как раз ответственным за диалог с российским гражданским обществом, или называется, с российскими демократическими силами. А Эрик Росс из Эстонии, он коллега как раз Каи Каллас по партии, насколько я понимаю. Вот. И мы как раз будем ему рассказывать вот о нашем исследовании, о нашем расследовании по поводу обхода санкций и так далее. Есть Кубилюс, который представляет Литву. Как раз, да, он сейчас называется, это, ну, грубо говоря, министр обороны ЕС. Назовем это commissioner, да, вот. Он до этого был ответственным в Европарламенте за диалог с нами. И Эндрюс Кубилюс как раз был одним из тех, кто настаивал на разумном диалоге. Вот. Он написал статью, насколько я сейчас помню, нашумевшая статья «Наши российские комплексы», как-то вот так она называлась, где он как раз говорил про ситуацию внутри России, про то, что не нужно судить о настроениях в России из-за отсутствия протестов. Вот, то есть те, с кем мы общались, безусловно, с нами соглашались. Но на самом деле проблема не в Каи Каллас. Проблема в принятии решений на уровне ЕС, а здесь все равно первую скрипку играют не чиновники и бюрократы ЕС, а страны. Вот. То есть это нужно находить консенсус между странами. То есть это надо, чтобы правительство или парламенты стран Европейского Союза пришли к какому-то консенсусу. Вот. А то, что жесткая риторика идет, ну, она, понятно, она всегда была жесткая риторика в странах Балтии в отношении там, даже не России, да, а российского режима. Вот. Потому что страны Балтии, они сами когда-то были, так сказать, в тюрьме народов и прекрасно понимают, свежо воспоминания, поэтому это надо просто учитывать. И здесь как раз нужно быть больше дипломатом, потому что нельзя отвечать на резкие какие-то заявления, там, резкой критикой. Наоборот, нам нужно вступать в контакт, да, нам нужно доводить свои доводы до этих чиновников, вот, и объяснять, ну, как действовать правильно и более эффективно. То есть, например, мы с иноземцем недавно обсуждали, что главная проблема сегодня Европейского Союза в отношении России – отсутствие стратегии. Причем, даже если мы возьмем времена холодной войны, то тогда все равно Запад пытался показать простым советским гражданам, что они выиграют от смены режима, что вот у них будет свобода передвижения, у них там появится, ну, доступ к разным товарам и услугам. И мне кажется, что чего не хватает сейчас в странах ЕС, это какого-то правильного месседжа к людям, которые находятся внутри России, что вы нам не враги, что мы хотим с вами так сказать, сотрудничать. И если у вас поменяется режим, то вы получите 1, 2, 3, 4, да, и вот вам это выгодно. Вот. А пока, к сожалению, россияне внутри слышат в большей степени только критику по отношению ко всем гражданам. Это я эмоционально понимаю, но с точки зрения эффективности это ошибка. Почему? Потому что таким образом многих людей как раз они отталкивают. И это неправильно, это мы пытаемся объяснить. Политик Дмитрий Гудков у нас в гостях, и мы говорили о вопросах демократии много в эфире, и, может быть, наши зрители заметили, и я вижу, что заметило это как минимум 411 человек. У нас идет опрос в чате, провокационный, мне кажется, в какой-то степени формулировка, но честный. Кто больше прав в перепалке в Белом доме? Трамп и Венс или Зеленский? Именно такая формулировка, кто больше прав в перепалке в Белом доме. Трамп и Венс 37%, а Зеленский 63%. Такие результаты. Мы в конце эфира подведем итоги. А вы бы как, Дмитрий, проголосовали? Да все неправы. Но при этом, конечно же, ну, то есть, скажем так, по форме больше не права принимающая сторона. Вот. Но если мы говорим про какие-то гарантии, про и прочее, иногда, ну, ты должен цель просто... Главная цель же ведь получить поддержку
той страны. Тем более, там многие поддерживают. Вот. Короче говоря, я бы на месте участников, я бы просто сказал всем спасибо. Вот, мы основные вещи высказали под камерой. Вот, давайте мы все остальное, уважаемые коллеги, обсудим, вот когда off the record. Вот, и мы там мы можем говорить друг другу все, что угодно, жестко, честно, но без камер. Это протокол. Я не понимаю, почему он не был соблюден, да. Вот, а потом еще там появляется заявление пресс-службы. Видели, да, пресс-секретарь Белого дома о том, что Трамп съел обед Зеленского после. Ну, как бы это вот зачем? Я сначала думал, что это шутка. Я тоже подумал, что это шутка. Да? Или там, не знаю, кто-то из пропагандистов пытается разгонять. Но да, это официальное заявление Белого дома. Официальное заявление Белого дома. Я, честно говоря, я выпускник дипломатической академии 2003 года. Значит, тогда дипломатическая академия, она готовила людей для диалога с Западом. То есть у нас были нормальные преподаватели, нам рассказывали, страна интегрировалась в Европу, там, в мир, там, вступала в ВТО и так далее. Ну, просто невозможно было себе представить, что когда-нибудь дипломатия превратится в жириновщину. Ну что ж, это было сложно представить. И я хотел еще привести цитату, которую из фильма «Жмурки», которую привел Дмитрий Потапенко ранее в одном из моих эфиров. «Если ты видишь, что ситуация накаляется, переведи стрелку на другой день». Вот так он коротко и емко объяснил то, что происходило в овальном кабинете. Но давайте перейдем к другой теме, которая тоже, конечно, связана со всем, что сейчас происходит. Ну и еще можно я одно важное замечание? Потому что здесь то, чему нас учили. Если ты хост, да, ты приглашаешь, то, в принципе, ты вправе организовать дискуссию, и ты отвечаешь за то, как это организовано. Поэтому, да, наверное, можно было вести себя по-другому, но все равно принимающая сторона всегда большую ответственность несет за дипломатический визит. Надо просто понимать. Вплоть до того, как ты человека встретишь. Да? Кого-то ты можешь встретить у трапа самолета, да? Кого-то у трапа самолета встречает не президент, а министр. Вот. А можно вообще проспать и сказать, я не буду показывать пальцем, недавно была такая история, да, когда министра не встретили. Просто не нашли время на встречу. То есть, это ответственность всегда у принимающей страны. Ну что ж, вот такие правила дипломатического этикета напомнил нам политик Дмитрий Гудков. Пожалуйста, еще раз напоминаю, лайки и подписка, любая форма поддержки приветствуется. Вот даже Валерий Нечаев ворвался в чат и призывает добить количество лайков до 200. Я тоже присоединяюсь к словам Валерия Нечая. Но мы двигаемся к следующему сюжету. 1 марта в Берлине прошел марш российской оппозиции. И по данным немецкой полиции и ряда независимых изданий, пришло всего-навсего 8 сотен человек. По данным одного из организаторов, 3500. И та и другая цифра очень маленькая, с учетом, сколько граждан эмигрировало в разные годы, с учетом, сколько релокантов в последние 3 года оказалось в Германии и во всей Европе. Почему так мало пришло? Неужели оппозиция в последних своих таких спорах и жарких дискуссиях себя настолько дискредитировала, что сторонники просто отпадают? Я сам туда не ездил, в Берлин, в этом не принимал участие, ни в организации. Вот. Просто я не хочу комментировать за организаторов. Вот. Я отношусь и к Володе Карамурзе, к Юлии Навальной, к Яшину хорошо, с уважением. Вот. Поэтому сейчас обсуждать какие-то ошибки просто мне бы не хотелось. Да? По поводу оппозиции, слово такое уже ругательное. Я себя даже не пытаюсь называть оппозицией. Я диссидент. Вот. А нет какого-то субъекта российской оппозиции. Да? Есть много разных групп, к сожалению, которые не смогли объединиться. Вот. Но поэтому каждый сейчас занимается тем, чем считает нужным и полезным. Я не вижу больших инструментов у нас здесь серьезно влиять на события в России или даже на решения европейских чиновников. То есть у нас нет какого-то там места за круглым столом. Мы пытаемся это делать, да, что-то получается, что-то не получается.
Поэтому, если кто-то хочет участвовать в митингах и в маршах, ну, ради бога. Кто-то хочет заниматься экспертизой, это тоже полезно. Кто-то занимается правозащитной деятельностью, помогает людям, там, лоббирует, не знаю, визы, более адекватное отношение к легализации там, россиян. И это тоже все полезно. Я считаю вообще неправильным спорить, что важнее, что лучше. С таким флагом надо, с другим флагом приходить. Это не стоит того, чтобы мы все здесь ругались по этому поводу. Не, я не хочу говорить о том... Почему пришло мало? Это значит, мне сейчас нужно сидеть и говорить об ошибках, которые были совершены. Ну, а зачем? Нет, знаете, в этот раз прошло дружелюбно. Были все флаги представлены. Вот спор о флагах мы помним в прошлый раз. Сейчас были все флаги, все фракции, все, не знаю, кто по-разному относится к войне, к Украине, к режиму. Там просто, настоящий, как это называется, плюрализм мнений был представлен, но в количестве 8 сотен человек. Даже на акции 31 числа на Триумфальной площади и то, казалось бы, больше собиралось. Да. Когда-то и в России, я помню, митинги были там 1000, 2000, 3, это удача. А потом раз, Болотной площади вышло 100 тысяч. Я думаю, что люди прекрасно понимают. Вот сейчас момент, когда от твоего выхода что-то зависит. Да, вот когда ты чувствуешь, что это не зря, ты выходишь. Наверное, просто большинство людей не увидели в этом какой-то возможности эффективно на что-то повлиять. Вот и все. Я так понимаю. И поэтому я здесь не критикую никого, ни людей, которые там почему-то так решили, или организаторов. Но вот просто мы находимся в ситуации, когда игры большой нет. Если мы говорим про политическую игру. Потому что выход на митинг – это как бы попытка участвовать в политике. Но, мне кажется, нет возможности участвовать в политике, если ты находишься за пределами страны. И даже если ты находишься внутри страны, и там у тебя нет возможности участия в политике. Поэтому все сосредоточились на том, что могут делать там. Вот я общаюсь с политиками, да, мы создали этот центр анализа стратегии, мы теперь им даем экспертизу. Мы пытаемся как-то повлиять на санкционную политику и помогать людям легализоваться. Да? Мы надеемся, что там Европа рано или поздно какую-то стратегию в отношении России после Путина примет, что это будет стратегия не изоляции, это будет, наоборот, стратегия реинтеграции. Там. Вот, все, что можно сделать, мы пытаемся делать, но я просто не питаю иллюзий, что у нас тут огромные возможности. Нет. Здесь, да, коротко и ясно. Вы описали сложившуюся ситуацию. За это большое спасибо. Если что, буду обращать к нашему эфиру, и когда возникнет такой вопрос у кого-то. Но все равно хотелось бы проговорить один из тезисов, который был озвучен на шествии. Не помню, кто конкретно сказал, но тезис сводился к следующему. У Путина в России нет поддержки. Но, знаете, у меня есть субъективное наблюдение, когда, да, можно там в интернете увидеть, что какие-то приходят боты, там, не знаю, буквы Z кидают, там еще что-нибудь, какую-то символику, пишут «Путин наш президент». Это можно все нагнать искусственно, согласен. Там, не знаю, рейтинги можно написать, нарисовать, там, баннерами завесить все города, села и даже больше, не знаю, там в степи поставить на месте оазиса какого-нибудь. Это все тоже можно. Но, знаете, вот выезжаешь за Москву и видишь, что люди ходят в футболках с Путиным, там, Путин наш президент, где он такой в черных очках и там в армейской пилотке. И в этом плане людей таких много. Или там едешь, не знаю, в автобусе, а там у водителя георгиевская ленточка, советский флаг и портрет Путина приколот. И такое ощущение, что, цитируя Мандельштама, мы живем под собой ничью страны, наши речи за 10 шагов не слышны. То есть, все-таки у Путина ведь поддержка-то сильная. И она, не знаю, усиливается или нет, но с этим надо считаться. Конечно, если вы в подворотне вам встречается банда, вооруженная там пистолетами, а вы один, вы вынуждены как бы считаться с реальностью. Вот эта поддержка и эта сила, она заключается в том, что просто у них были автоматы, да, они всех убили, расстреляли, выгнали. И это это весь рейтинг на фоне отсутствия какой-либо альтернативы. То есть, тут просто не нужно думать, да, она как бы есть, потому что,
Никого не пустили ни на президентские выборы, никого не пустили в Думу, зачистили всю поляну, да, то есть это вот на фоне серой массы есть один как бы царь. Вот. Ну, а давайте мы представим, что ситуация поменялась, и я уверен, что просто вся эта поддержка, она рухнет быстро. Я вспоминаю Борис Надеждин, да, который пошел собирать подписи. И вот все посчитали, что его заявление, более-менее какое-то антивоенное. Очень. Я понимаю, что Надежда не мог говорить там как-то более резко, с учетом того, что все эти выступления криминализированы давно в России. Но тем не менее. И вдруг он за 2 недели получил второй рейтинг. Вот как только даже небольшая конкуренция, да, Борис Надеждин не являлся как бы никогда лидером оппозиции там, и так далее. И вдруг он становится вторым по рейтингу. И его не пускают на выбор. Поэтому вот эта поддержка, она немножко... Это искусственная поддержка. Это примерно как рейтинг, не знаю, газированной воды в Советском Союзе, потому что ты выбирал между сладкой воды. У тебя был выбор. Вот этот автоматы стояли, я не знаю, помните вы такое? За 1 копейку это обычная газировка, а за 3 копейки сладкая. Вот и все. Или квас. Вот у кваса был самый большой рейтинг. Да, просто когда открылся рынок, появилась конкуренция, Кока-Кола, все выиграло. Вот. То же самое. Путин квас. Путин это такой квас на фоне там, не знаю, березовый сок, там вот есть еще там, еще какая-то газировка там. Вот да. А вот представьте, что какие-то нормальные выборы, конкуренцию, у всех доступ к каналам, да, все по правилам становится. Вот, и дальше мы видим, давайте представим даже, вот кто там в России остался, нет, того, кто в России остался, я не хочу называть, это мало ли там какие-то проблемы у человека возникнут. Но, предположим, вот мы бы сейчас все вернулись и выдвинули, давайте кого там, да, Юлию Навальную, например. Предположим. И все бы всплотились, и она бы ходила на эфир, и мы бы могли бы проводить там акции или еще что-то. И какая была бы поддержка через 2 месяца уже у кого? Здесь он. А так, я всех перебил, убил, посадил, и на фоне, так сказать, ноунеймов самый популярный. Да еще меня в телевизоре показывают с утра до вечера. Еще пропаганда работает. Это все очень искусственно. И это искусственный рейтинг, он также и быстро заканчивается. Помните Чаушеску? 90 сколько он там процентов набрал? Я уже не помню. И что? Созвал митинг в свою поддержку, где его там, после которого его арестовали, и потом расстреляли. И никто не вышел в его защиту. Вот что такое рейтинг диктатора. То есть, грубо говоря, если у тебя рейтинг 30% в демократической стране, то у тебя поддержки больше, чем 90% в авторитарной. Или вот Тихановская. Пошла на выборы и выиграла выборы у Лукашенко. Тоже диктатор, тоже 90%. Но, как мы видим, как только появляется какая-то альтернатива, какая-то игра, все, этот рейтинг разрушается очень быстро. Поэтому да, конечно, он есть, но он искусственный. Я с вами соглашусь по поводу здоровой конкуренции, что в условиях здоровой конкуренции, естественно, смотрят на другие качества, смотрят не у кого там больше пушки, у кого силовой ресурс, а у кого лучше, там, не знаю, качество коммуникации с тем же населением. И вот тут конечно, и я бы даже для наших слушателей, да, чтобы вообще как бы развеять некие сомнения, даже не Юлия Навальная бы пошла. А давайте мы представим, что нормальная конкуренция, какой-нибудь мэр Собянин Москвы пошел бы против Путина. Или кто там есть еще? Там, не знаю, Мишустин. Какой-нибудь, скажем, не такой кровопийца, как эти все. Пошел бы из системы, внутри системы. Вот и все. И та ситуация сразу, все эти рейтинги сразу меняются. В моменте просто. Я помню, у нас на Эхе в программе, по-моему, Гонопольская была частая рубрика голосование из 2 вариантов: Путин или Кадыров. Вот так у нас даже было, но это оставим уже в прошлом. А все-таки я хотел вернуться к... Да, мы уже проговорили историю про конкурентное поле, но есть еще одна проблема – это некий кризис коммуникации, потому что, по моему субъективному наблюдению, те люди, которые сейчас себя причисляют к оппозиции, они обладают неким таким... Не все,
не все, я подчеркну, но они обладают неким таким снобизмом по отношению к тем, чьи взгляды им кажутся противоположными. То есть, например, я знаю много людей, которые скажут, никогда не буду говорить с сторонником Путина, никогда не буду говорить с тем, кто сейчас воюет, я никогда не буду там говорить и, не знаю, там выстраивать дискуссию с каким-нибудь националистом. А ведь это тоже наши сограждане. И вот этот снобизм, мне кажется, очень сильно отпугивает от твоей позиции, которой ты придерживаешься. И вот это одна из кризисных ситуаций, которая до сих пор не разрешена, не так ли? Ну, я просто не хочу обобщать, да. Ну, есть такие, есть другие. Вот. Я считаю, что придется общаться. То есть, если мы хотим поменять страну, надо же не Путина менять, а надо менять общественное настроение. Потому что тогда вместо Путина будет еще такой же, как Путин. Да, нужно людей убеждать, переубеждать. Но, собственно говоря, когда, вспомните, еще последние выборы, когда Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, да, когда у него была возможность с людьми общаться, говорить, он общался, говорил, получил хороший результат. А у меня у самого была кампания в 2016 году на выборах в Госдуме в Северо-Западном округе. У меня было 250 встреч, я все дворы обошел по несколько раз. Вот, и я встречал разных людей, и многих удавалось переубедить. Я набрал 21%, там 4% мне не хватило для победы над Онищенко, который был во всех телеканалах там, и так далее. И вообще не факт, как там посчитали еще, да, потому что у нас не было денег, чтобы выставить везде наблюдателей. Я к тому, что говорить можно, и это не бесполезно. Но будь у нас такая возможность... Сейчас, и как быстро у нас такая возможность еще появится. Вот в чем вопрос. Но даже сейчас в публичном поле иногда возникают люди, я тоже не хочу ни на кого показывать пальцем, которые, опять же, например, апеллируют к такому понятию, как коллективная ответственность. Мол, кайтесь, там, может быть, когда-нибудь вас простим. И они пытаются тоже претендовать на то, чтобы, там, не знаю, участвовать в будущем, не знаю, там, во власти на территории России. Слушайте, вот я, например, готов какую-то на себя взять ответственность, да, потому что, наверное, где-то мы были недостаточно убедительными, не знаю. Вот. А ты здесь хочешь или не хочешь, все равно ответственность, она наступает в виде каких-то последствий. Другое дело, мне кажется, здесь надо как-то быть очень таким умеренным, разумным, потому что, да, есть военные преступники, которые несут ответственность, и с них эту ответственность просто нельзя снимать. Вот. Да, есть люди, наверное, которые выполняли преступные приказы конкретно, да. Вот. Есть люди, которые были одурманены пропагандой, с которыми можно разговаривать. Поэтому здесь мне кажется, что если у нас задача все-таки страну когда-нибудь поменять и развернуть, придется говорить. Даже придется говорить не только с простыми гражданами, придется выстраивать диалог с какой-то частью элит, которая в тот момент готова будет останавливать войну, интегрироваться в мировую экономику там, и так далее. Просто не получится иначе никак. Ну что ж, у нас сегодня, по-моему, генеральная линия была беседы о дипломатии, и как дипломатия во внутренней, так и внешней политике. И, надеюсь, именно дипломатический курс и победит, возьмет верх над всеми теми кризисами, которые мы сейчас наблюдаем и в которых в какой-то степени даже участвуем. И мы завершили голосование, кто больше прав перепалки в Белом доме, еще раз подчеркну, больше прав. Это 61% получилось за Владимиром Зеленским, и Трамп и Венс за этим вариантом 38% наших зрителей, 526 человек проголосовало. Я знаю, что нас много слушают, в том числе на Эхо Онлайн. К сожалению, там нет формы для голосования, но в любом случае спасибо. А правильно понимаю, что у нас поменялось просто? Нет. Процент. Примерно так же было? Там примерно так же, да, осталось, но в любом случае... Да, считают, что прав в этой ситуации был Владимир Зеленский. Больше прав, так сформулировали наши редакторы вопрос. Но и сейчас я вижу, что 178 лайков чуть-чуть не успели добить до 200, даже уже 185. Может быть, сейчас уже на остаточных добьем. Но время нашей беседы подошло к концу. Политик Дмитрий Гудков был у нас. Завтра будет презентация его доклада, его экспертной группы по поводу санкционной политики вокруг России. Пожалуйста, обратите
обратите внимание. И сейчас мы вынуждены уступить наше время в эфире. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо Дмитрию Гудкову. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. И не забывайте, что любая форма поддержки для канала «Чем выход» приветствуется. Что лайк, что доброе слово, которое, как известно, кошке приятно. Ну и донаты, все реквизиты у вас на экране. Спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.